Друзья, перед началом истории скажите, пожалуйста, из какого вы города и сколько вам лет? А если почувствуете хоть на секунду, что эта история может кому-то открыть глаза, перешлите ее знакомым. Иногда один рассказ спасает чью-то жизнь. А теперь слушайте внимательно. В 5:14 утра мой муж поднялся с кровати так тихо, как никогда в жизни. В 5:17 он поставил чемодан у двери. В 5:19 он прошел мимо кухни, не включая свет. В 5:27 машина выехала со двора. В 5:44 на телефон пришло фото. Он целует чужую женщину в самолете. И он подписал это так, чтобы меня ранить, но он не знал одного. Я проснулась в 5:02. И за 12 минут до его ухода я сделала один звонок. Звонок, который уничтожил его carefully придуманный побег. Звонок, который перевернул его жизнь в тот миг, когда колеса самолета оторвались от земли. Утро, в котором он ошибся, не она спала, она наблюдала. Комната еще дышала ночной прохладой. И только тонкая полоска света пробивалась сквозь щель в шторах, словно маленький прожектор судьбы, направленный на одну сцену. На мужчину, стоящего у кровати. Его звали Георгий, 15 лет в браке, крепкий, уверенный, привыкший, что мир крутится вокруг него. Обычно он вставал шумно, тяжело, как человек, которому всегда что-то должны. Но сегодня не так. Сегодня он двигался как вор. Его пальцы дрожали, когда он поднимал свое темно-синее пальто со стула. Он каждый раз замирал, когда ткань шуршала громче, чем ему хотелось. Глотал воздух маленькими порциями, оглядывался на жену Веронику, но не подходил ближе, не касался, не прощался. Она лежала на боку, лицом в подушку. Дышала ровно и выглядела спящей. Если бы он знал, что ее глаза открылись ровно в тот момент, когда его нога коснулась пола. Если бы он видел ее взгляд, холодный, как гладь зимнего озера, возможно, он бы бросил чемодан и рухнул на колени. Но Георгий не видел. Он жил в своем кино. Он думал, что это он уходит, что он делает шаг, что он главный в этой сцене. Вероника же сидела внутри своей тишины и наблюдала, как он надевает рубашку, приготовленную заранее, как засовывает в карман паспорта свой и чужой. Она заметила второй паспорт. Сразу. Женское чутье — штука безошибочная. Он повернул голову, задержал взгляд на ее фигуре под одеялом. На секунду в его глазах мелькнуло что-то похожее на сожаление. Но только на секунду, не больше. Потом он сдул эту слабость, как пыль со стола. Он вышел в коридор, тихо, почти незаметно. Захлопнул дверь, вызвал лист. Пока ехал вниз, сердце стучало, как мотор. Он чувствовал легкость, чувствовал победу, чувствовал себя человеком, который, наконец, делает правильный выбор. Он даже улыбнулся. Мужчина, уходящий к другой женщине, всегда уверен, что он впервые такой особенный. Он даже не представлял, что его жена сидит на кровати с телефоном в руках, неотрывно смотря на погасший экран, и что ее пальцы уже открывают контакт. Илья Петрович. Финансы. Нажатие. Гудки. «Да, Вероника Сергеева». «Илья». Она говорила спокойно, ровно, как будто читала текст. Георгий ушел. «Значит, время пришло. Я запускаю все, как обсуждали». Она закрыла глаза и отпустила все. 10 лет обид, 10 лет его равнодушия, 10 лет разговоров, где ее слова не стоили ничего. Она не плакала. Впервые за долгие-долгие годы. Она просто встала к окну и посмотрела вниз. Георгий бросил чемодан на заднее сиденье машины и поехал, даже не взглянув наверх. Вероника улыбнулась.
тихо, почти незаметно. Той улыбкой женщины, которая перестала бояться. Когда-то у Вероники была своя внутренняя карта мира, насыщенная, яркая, почти детская. На этой карте были маленькие мечты. Путешествие к морю, свой сад с белой беседкой, маленькая кофейня, где она пекла бы пироги. Но рядом с Георгием карта постепенно выцветала, словно от дождя. Сначала края, потом дороги, потом города. И однажды на ней осталась только одна огромная тень — его настроение. Она не заметила, когда это произошло. Такие вещи не происходят за один день. Они тянутся годами, не оставляя следов, пока не становится поздно. Вероника вспоминала момент, когда впервые почувствовала, что перестает быть собой. Это был обычный вечер. Она готовила суп, его любимый, с курицей, обжаренным луком и морковью, такими теплыми запахами, что кухня напоминала ей мамин дом. Суп кипел, она стояла над кастрюлей, а за окном плавилась розовая заря. Вошел Георгий. Грязные ботинки, короткий взгляд, ни «здравствуйте», ни «как день». Он всегда заходил именно так, словно не в дом, а в склад, куда принесен груз, который нужно разложить. Он прошел мимо нее, не снимая куртки, не говоря ни слова, открыл холодильник, посмотрел внутрь, затем закрыл его с легким раздражением. «Опять жирно пахнет», — сказал он. «Это же суп», — улыбнулась она. «Кипит просто». «Ты же знаешь, я это не люблю». «Но ты и сам просил приготовить». «Просил», — отрезал он, — «но не так». Он стоял над кастрюлей, будто она была виновата в том, что у него плохой день. Вероника тогда впервые почувствовала, что разговаривает с человеком, который не слышит. Она могла бы сказать что угодно, могла бы объяснить, оправдаться, попытаться быть мягче, все равно он услышал бы только свое раздражение. И она улыбнулась. Натянуто, уставше, чтобы не усугублять. «Я все переделаю», — сказала она. Но пока она перемешивала суп, ее руки дрожали. Потом был вечер, когда он впервые пришел поздно, очень поздно. Она сидела в гостиной, не включая свет. Часы показывали 2:17. Телефон был рядом, но она не звонила, боялась быть назойливой, мешающей, истеричной. Дверь щелкнула. Он вошел. Запах. Незнакомый сладкий парфюм. Не ее. Не их. Не домашний. Она тихо спросила: «Ты где был?» Он не смотрел на нее. Снял куртку, бросил на стул, загорелась лампа в прихожей. «На встрече», — отмахнулся он. «До 2 часов ночи? Ты же знаешь». «Я волновалась, не начинай», — сказал он и, наконец, повернулся к ней. В его глазах была усталость, злость и что-то еще, что она тогда не смогла назвать. Теперь она знает. Это была неприязнь. Еле скрытая, но уже появившаяся. Однажды он сказал: «Я не хочу, чтобы ты ходила в тот красный свитер. Он слишком яркий». «Но он мне нравится», — ответила она. «Вот именно». Он поднял бровь. «Тебе нравится. А я считаю, что женщине твоего возраста не стоит привлекать внимание». Она поставила свитер в дальний угол шкафа. Не потому, что согласилась, потому что хотела мира. Она все делала ради мира. Но мир никогда не наступал. Были дни, когда он приезжал злой, неудавшаяся сделка, и все летело в нее. Ты не умеешь слушать, ты все делаешь не так, ты неправильно гладишь рубашки, ты выглядишь уставший, займись собой. Это что за ужин? Ты ничего не понимаешь в моих проблемах. Каждый раз она говорила себе: он устал, он нервничает, он просто переживает. Но он не переживал. Он отравлял дом. Точка бифуркации, случай, который изменил все, произошел почти случайно. Она нашла в кармане чек из ресторана. Не просто ресторан, дорогой,
тот самый, куда она мечтала попасть на годовщину, но не предлагала, чтобы не тянуть деньги. И она увидела название блюда, которое он называл слишком пафосным. А потом 2 бокала вина и десерт на 2. Она села на край кровати с чеком и впервые не смогла сделать вдох. Это был не просто чек, это был ответ. Ясный, холодный. Она не спросила его, не закатила истерику, не начала разговор. Она просто закрылась. А потом был телефон. Он оставил его на кухонном столе, пошел в душ. Экран мигнул уведомлением. Она не хотела смотреть, клянусь, не хотела, но рука сама потянулась. Там была переписка. Легкая, флиртующая, без стыда. Когда уйдешь уже от нее? Не могу ждать, котенок. Она же ничего не понимает. Ты заслуживаешь женщину моложе. И голосовое сообщение. Да она просто тень. Я не знаю, что я в ней видел. Утонула в быту, ничего не хочет. Я устал от этой тоски. Эти слова обожгли сильнее предательства. Потому что он сказал не про измену, он сказал про ее жизнь. Про нее как человека. Она сидела долго. Слушала, дышала. Сжимала телефон так, что побелели пальцы. Но не плакала. Она знала, что слезы в этот момент будут не про него, а про годы, которые она потеряла, пытаясь стать удобной. Она положила телефон. Встала, открыла окно и вдохнула холодный воздух. В ту ночь она решила, больше не будет жить так. На следующий день она пошла к Илье Петровичу, юристу. Он давно вел дела семьи, уважал их обоих. Но когда увидел переписку, он закрыл лицо ладонью. «Вероника, мне нужна помощь. Ты уверена?» «Я устала». Он долго молчал. Потом сказал: «Он готовит фирму к побегу». «Я знаю. Если мы не остановим его заранее, он оставит тебе долги. Тогда остановите». Так началась их тихая работа. Долгая, сложная. Остерегались каждого шага, чтобы он не заметил. Каждый день она жила двойной жизнью. Снаружи тихая, покорная, привычная жена. Внутри женщина, которая собирает себя по осколкам. Она постепенно перестала готовить сложные блюда не из спайт, а потому что больше не хотела угождать. Перестала гладить идеально, потому что поняла, никакая рубашка не сделает его человеком. Перестала ждать его по ночам, ложилась раньше и впервые за много лет спала глубже. Она начала записывать письма себе. Просто строки. «Ты не виновата. Ты имеешь право на уважение. Ты не тень. Ты не обязана быть удобной». И однажды заметила, что эти строки перестали казаться ей ложью. Она помнила день, когда впервые посмотрела на себя иначе. Это было утро, солнечное. Она стояла у окна в старой ночной рубашке, волосы в беспорядке. И впервые за долгое время она увидела не усталость, а женщину с теплыми глазами, с мягкой фигурой, с живыми руками, с добрым лицом. И она вдруг поняла, дело никогда не было в ее внешности. Дело было в том, что рядом стоял человек, который перестал ее ценить. Настоящим ударом стало не предательство, не фото с другой, не переписка. Настоящим ударом стал момент, когда она осознала. Она перестала уважать себя настолько,
что даже не заметила, как ее ломали годами. И в тот момент она решила, если не спасет себя сейчас, никто не спасет. Поэтому, когда он ушел утром, когда он тихо собрал чемодан, когда он думал, что она спит, она не чувствовала боли. Она чувствовала конец и начало. Конец женщины, живущей в тени, и начало женщины, которая впервые за долгое время выбирает себя. В тот момент, когда она сказала юристу «Запускайте все», она закрыла дверь в прошлое, а ключ выбросила. А впереди ее ждала глава, которую она не знала, но уже заслужила. Аэропорт утром — это отдельная вселенная. Чемоданы на колесах стучат по плитке, люди бегут к гейтам, запах кофе витает в воздухе, словно подсказывая, что впереди новые дороги, новые жизни. Георгий стоял в этой суете с ощущением, что сам вступил в новую жизнь. Он смотрел на мужчину в стеклянной стене, высокий, уверенный, с дорогим пальто, и видел в отражении победителя. Оксана щебетала рядом, делала селфи, поправляла волосы, делала вид, что все идеально. Ее легкая рука лежала у него на локте. «Геор, давай тоже фото», — сказала она. «Мы ведь впервые вместе улетаем». Он улыбнулся, широко, счастливо, так, как не улыбался дома уже давно. Нажал кнопку камеры, поднес телефон ближе, прижал ее голову к своей, Сделал снимок и с наслаждением нажал «Отправить». Выбрал контакт «Вероника», добавил подпись «Прощай, наслаждайся пустым домом». Он почти услышал хруст ее сердца, этот звук показался ему сладким. Он думал, что это момент его триумфа. Вероника в это время стояла в своей кухне, держа чашку чая обеими руками. Чай был горячим, почти обжигающим, и это было приятно. Тело еще помнило одну ночь, полную бессонных мыслей, но теперь внутри было странное спокойствие. Она смотрела в окно. На ее улице всегда было тихо. Пара пожилых соседей с собаками, редкие машины, голуби, перешагивающие через мокрую землю возле кустов. Телефон мигнул. Она не подошла. Сделала глоток, чуть качнулась, словно прислушиваясь к собственному телу. Только потом взяла телефон. Не дрожащими руками, не с комом в горле, не с желанием отмотать назад, с просто спокойствием. Она посмотрела фото. Его улыбка, ее молодость, их близость и подпись. Она сидела пару секунд. Потом сделала то, что удивило бы любого, кто знал ее раньше. Она улыбнулась. Чуть, едва заметно. Но эта улыбка была другой, не горькой, свободной. То, что раньше разбило бы ее на 1000 осколков, теперь вызвало внутри ровное понимание. Я больше не его тень. Он уже не часть моей жизни. Тем временем Георгий тянул ручку чемодана и шел к банкомату. Оксана шла впереди, сверяясь с табло вылетов. «Я так рада, что ты решился», — сказала она, глядя на него через плечо. «Впереди новая жизнь». Он кивнул. «Да, новая жизнь». Он вставил карту в банкомат, нажал сумму, поднял голову. Экран мигнул. Операция отклонена. Странно. Он попробовал еще раз. Еще. Он нахмурил брови. Попробовал другую карту. Счет не найден. Это было уже странно. Но он не допускал мысли о неприятностях. Он был человеком, который контролирует жизнь. Он достал телефон, позвонил в банк. Оператор сказал спокойным голосом: «На вашем счету нулевая сумма, последние операции подтверждены». Он замер. «Какие последние операции?» «Переоформление полномочий, счета закрыты, доступ ограничен по решению владельца актива». «Какого владельца?» — голос у него сорвался. «Вероники Сергеевны К», — ответил оператор. Мир вдруг потерял звук. Люди ходили мимо, улыбались, смеялись, говорили, а он слышал только одно. Его жизнь только что рухнула. Оксана подошла ближе. «Что-то случилось?»
Он не ответил. Смотрел на телефон, словно тот предал его. Вероника в это время стояла у шкафа. Открыла дверцу. Посмотрела на свои платья, те самые, которые годами ждали своего часа. Он запрещал ей их носить. Говорил, что слишком вычурно, ни по возрасту, ни по статусу, ни для его друзей. Она провела пальцами по ткани. Нащупала старое голубое платье в тонкую полоску, которое купила много лет назад на всякий случай. Она улыбнулась и впервые за многие годы сняла новый ценник, тот, что так и остался на платье, ждущем своего момента. Сегодня тот случай. Она переоделась, подошла к зеркалу и впервые увидела, она красива. Не как модели с билбордов, не как молодые девочки с телефоном мужа. Красота зрелой женщины, которая прошла через шторм и теперь стоит на берегу. Она коснулась своего отражения кончиком пальца. «Привет», — тихо сказала она. «Я помню тебя». Георгий в аэропорту впал в настоящую панику. Он звонил Илье 5 раз, 10, 15. Илья взял трубку только на 20-й. «Георгий, ты чего хочешь?» «Где мои деньги? Что вы сделали?» «То, что должны были». «Мне нужен адвокат». «Для чего?» «Она все украла». «Нет, Георгий. Она сохранила. Ваши долги были такими, что месяц и компания умерла бы. Она выбрала жить». Георгий закрыл глаза. У него перехватило дыхание. Я же думал...» «Ты думал, что она всегда будет молчать. Ты ошибся». Илья отключил телефон. Вероника сидела с чашкой кофе у окна. Солнце заливало комнату мягким желтым светом. Она смотрела на улицу, как будто видела ее впервые. Тишина была не пустой. Тишина была ее. Звонок в дверь. Она открыла. На пороге стояла ее дочь, Анна, растрепанная в толстовке, без макияжа, запыхавшаяся. «Мам! Анечка! Ты в порядке?» «В порядке». Анна крепко обняла ее, так, как обнимают человека, которого боялись потерять. Вероника почувствовала, что в этот момент, впервые за долгое время, она не одна. «Он звонил мне», — сказала Анна. «Плакал, представляешь? Он плакал, что ты его разорила. Сказал, что ты сошла с ума». «Конечно», — вздохнула Вероника. «Он всегда умел перекладывать». «Мам, ты сильная. Я так тобой горжусь». Вечером она села за стол, открыла ноутбук и впервые за многие годы посмотрела на свое резюме. А потом начала обновлять. Каждую строку, каждую должность, каждый навык. Она увидела. Она всегда была умной, способной, трудолюбивой. Не домашней тенью, не удобной поддержкой, не мелкой женщиной, которой повезло выйти замуж. Она личность, профессионал, женщина, которая может больше, чем ей когда-либо говорили. Ночью она стояла у окна. Город светился огнями. Большими, маленькими, ровными, дрожащими. Эти огни напоминали ей строки из старой книги. В каждом огне чья-то история. И вот среди миллионов историй наступил момент, когда она, наконец, начала писать свою. С чистого листа. Не с обиды, не из мести, не из страха, а из того простого человеческого права быть собой. А Георгий, он сидел один в аэропорту, среди людей, которые улетали к новым жизням. А он не мог улететь никуда, у него не осталось ни одного билета в будущее. Он думал, что в 5:44 утра выиграл. Он ошибся. Вероника не разрушила его жизнь. Он разрушил ее сам. А она построила свою. И эта ночь стала для нее первой ночью за много лет, когда она легла в постель и не боялась завтрашнего дня.
Она впервые за долгое время улыбнулась в темноте. Не потому, что кому-то нужно, не потому, что надо держать фасад, а потому что чувствовала. Завтра будет свет. И этот свет — ее